Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет новая магнитола. Ее можно назвать как новой, так и старой. Магнитола сделана на платформе FIT. Только в отличие от прежней модели FIT, эта магнитола у нас сделана совместно с российскими разработчиками. Данная магнитола относится у нас к серии Plus. Это процессор 9863. Здесь памяти 464. То есть здесь в создании прошивки участвовали люди из России. Она более оптимизирована, также она будет более доступна по цене. Сегодня в ролике мы поговорим об этой магнитоле, как она работает, проведем ей тесты, сравним с тем, что у нас было раньше, покажем основные настройки, которые понадобятся пользователю, постараемся уделить время всем нюансам, которые нужно знать потребителю. Также традиционно для тех пользователей, кто задастся вопросом, подойдет ли эта магнитола в мою машину, строим ролик о том, как подбирать магнитолу под свой автомобиль. Извините, пока мы вынуждены это делать, и поэтому кто в курсе уже, как это делать, можете пропускать, а кто не в курсе, пожалуйста, посмотрите изначально. То есть если у вас сейчас есть вопрос, подойдет ли эта магнитола в мою машину, посмотрите этот отрывок небольшой. Так, друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу коротенькую инструкцию, как подобрать Android магнитолу под свой автомобиль. Мы сегодня будем говорить об основных типах магнитол. Основных размерах это 7 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов. Другие размеры типа Tesla я тут рассматривать не буду, потому что это отдельная история. Они не под все автомобили подходят, но вот самые распространенные 7, 9 и 10 дюймов мы с вами сегодня посмотрим. Итак, для того, чтобы понять, какая магнитола подходит под ваш автомобиль, мы воспользуемся сайтом наших партнеров, который называется Karaf. Будем пользоваться сайтом вот таким karaf-rus. Есть karaf.ru, там очень много дилеров на одном сайте, и там не всегда все рамки можно найти. Вот karaf-rus, там этих рамок немножко побольше. Вот видите, здесь вот есть переходные рамки, провода для Android, переходники, антенные переходники. То есть тут не только рамки есть, но вы сразу же сможете заказать и провода под свою именно машину. Заходим на вкладку «Каталог», выбираем здесь свой автомобиль. На мобильном это, конечно, по-другому выглядит, там всплывающий список, там немножко удобнее искать. Из списка надо выбирать. Здесь мы, значит, можем выбрать свой автомобиль. Давайте, допустим, возьмем Kia. И такую модель, здесь, видите, можно выбирать модель, возьмем Cerato. И смотрим, тут на различные года, на различные автомобили есть несколько вариантов рамок. То есть автомобиль может отличаться годом выпуска, панелью, может отличаться наличием климат-контроля, либо отсутствием климат-контроля, может отличаться правым рулем, левым рулем. И вот под все эти модификации есть разные рамки. Видите, одна рамка в одну сторону смотрит, другая в другую. У какой-то есть тут климат-контроль, у какой-то нету. То есть выбираете ту рамку, которая именно под ваш автомобиль подходит. И уже под этот размер смотрите магнитолу. То есть вот тут, допустим, написано типа размер 9 дюймов. Вот здесь у нас название вот этой рамки 229976. Это общее название марки Karaf. Здесь, соответственно, цена. И все, можно заказать. Тут вот, допустим, написано типа размер 10 дюймов. Значит, соответственно, вы под свой автомобиль можете брать магнитолу размером 10 дюймов. Здесь типа размер 9 дюймов. Вот на это смотрите. Также вам будет полезен вот этот вот номер, который здесь указан. И все, и заказывайте. После того, как заказали рамку, с вами свяжется менеджер сайта. И вы ему уже можете дополнительно сказать, что мне нужно к рамке еще, допустим, провода взять. Силовой провод-переходник, либо CAN-BUS модуль, если он требуется. Они тоже тут продаются. И таким образом вы в одном месте заказываете сразу полностью комплект для подключения своего автомобиля. А у нас на сайте вы уже сможете заказать непосредственно саму магнитолу под 7, под 9 или под 10 дюймов. Так будет гораздо выгоднее, а сроки доставки одинаковые. То есть, что тут там в среднем с Москвы идет одинаково там 3-5 дней по регионам. Что рамки идут точно так же 3-5 дней, точно так же с Москвы. То есть срок доставки будет одинаковый, при этом вы не будете переплачивать лишнее за комплектацию, за доставку и так далее. То есть рамки и провода они не настолько дорогие, как их продают потом на других сайтах, перепродают в несколько раз дороже. Дальше, если у вас на этом сайте под ваш автомобиль рамок нет,
Есть умельцы сейчас у нас в стране, которые печатают рамки на 3D принтере. То есть вы у них можете заказать рамку под заказ под свой автомобиль, назовете им марку, модель, точно так же год. И они под вас распечатают специальную рамку на 3D принтере, вы ее уже сможете использовать. Еще один из способов, такой, как сказать, колхозный, кустарный, это когда вы магнитолу, вот допустим 9 или 10 дюймов, как тут показано на картинке, устанавливаете в размер 2.1. То есть, ну, она просто вот так вот выглядит спереди. Вот, а если мы, допустим, заглянем откуда-то сбоку, то она будет выглядеть примерно вот так. Видите, поверх панели, без всякой рамки, просто устанавливают магнитолы. Это не самое лучшее решение, но когда у вас нет рамки, то есть приходится что-то выдумывать, и люди делают вот так. Также у нас вот на сайте Авито вы можете посмотреть среди отзывов, как люди по-разному устанавливают магнитолы. Вот видите, человек вот так установил. То есть это не единичный случай, не у всех с рамками установлены магнитолы. Вот видите, много людей, кто устанавливает магнитолы просто так, воткнув в 2.1. Кто-то с рамкой, кто-то без рамки. Вот даже среди наших отзывов на Авито, это все отзывы наши, от разных людей, все люди устанавливают по-разному. То есть вы теперь можете воспользоваться одним из этих способов и подобрать уже Android магнитолу под свой автомобиль, которая подойдет именно вам. Ну, во-первых, давайте осмотрим заднюю часть. То есть это у нас корпус взят точно такой же, как у платформы Topway. Точно такой же кулер. Похожие разъемы. Значит, как видим, тут у нас есть GPS, выход под 4G. И вот тут воткнута антенна 5G Wi-Fi. По поводу задних разъемов. В этой магнитоле точно так же, как на той платформе Fit, можно подключать 4 RCA провода. Сюда можно подключить основной RCA провод. И вот сюда дополнительно еще с 2 каналами. То есть на этой магнитоле точно так же можно разделить звук на 4 канала полноценных. Единственная недоработка, которая есть сейчас у поставщика, он еще не начал ложить вот этот вот второй RCA кабель маленький для 2 дополнительных выходов. Не перенастроил комплектацию. А так в целом подключить 4 канала здесь можно. Ну и как вы уже заметили, дисплей здесь QLED настроенный, разрешение 1280 на 720. Так, ну и давайте пробежимся по комплектации. У этой новой модели Fit комплектация точно такая же, как у Topway. То есть у нас раньше было 2 поставщика, один поставлял платформу Fit, другой поставлял платформу Topway. Теперь мы сместились до одного поставщика, и более того, он еще дал цены более низкие, чем у предыдущей платформы Fit. Также некоторые сравнивали предыдущую платформу Fit с маркой Mikede. Они очень похожи, и мы действительно иногда обращались к Mikede, когда у нас не хватало товара на складе. Но сама фирма Mikede сильно завышает цены на рынке из-за того, что их очень плотно рекламирует такой сайт, как Fopoda. Сайт Fopoda многие считают авторитетным, и, соответственно, там очень многие пользователи этого сайта рекомендуют выбор именно Mikede. На самом же деле у Mikede, помимо того, что завышены цены, у них еще и поддержка не очень. То есть очень часто, если вы даже на форум Fopoda зайдете, те же самые люди, которые его рекомендуют, очень часто задают вопросы, как исправить то, как исправить это. Поэтому не надо сравнивать вот данную платформу с производителем Mikede. Эта платформа от них отличается. В первую очередь она отличается тем, что тут есть российская поддержка именно по прошивке, по обновлению программного обеспечения. Если что-то не работает, есть связь с русскими специалистами, они помогают эту прошивку исправить. Авторские права на прошивку принадлежат именно российской компании. Итак, поехали по комплектации. То есть вот он у нас провод под скрутку, который идет силовой. Дальше разъем RCA, вот этот вот самый широкий. Тут у нас находится слот под сим-карту. И давайте пробежимся быстренько по выходам. Вот этот выход у нас для кулера, для подключения кулера сзади. Вот этот серый провод — это провод для контроля усилителя. Как видим, два провода вход AUX правый и AUX левый. Вход под микрофон. Вход под видеоисточник CVBS. Это как может быть какая-то дополнительная передняя или боковая камера, либо какой-то плеер, который передает видео в формате CVBS. Зеленый провод — это выход под сабвуфер.
И вот здесь два провода. Это выходы на усилитель на правый и на левый. То есть, если у вас двухканальный усилитель, вам этого RSA провода будет достаточно. Если же вам нужно 4 канала, то нужно будет приобрести дополнительный провод небольшой RSA, где будет еще дополнительно работать 2 канала. Провод этот выглядит вот так, он на 8 пинов. И тут есть 2 дополнительных вывода, задний правый и задний левый. Дальше 2 USB входа обычных, один на 6 пинов, другой на 4. Выносной микрофон. Обычный микрофончик на защелке, 4G антенна для подключения к сим-карте, GPS антенна и также провод под камеру заднего хода. Вот этот вот штекер, на котором есть провода такие как брейк, подключение ручного тормоза, это именно провод под камеру заднего хода. Если вы планируете подключать камеру заднего хода, то вам нужно подключать его не в тот штекер, где много проводов, а именно вот к этому кабелю. И также тут есть 2 вот этих вот коротеньких провода. Это антенны Bluetooth и Wi-Fi. Если вы этот провод не воткнете, у вас Wi-Fi и Bluetooth будут ловить слабее. Так, на этом на комплектации все. Давайте поехали дальше. Как видим, основное преимущество у нас на этой магнитоле то, что здесь на рабочем столе есть такой виджет, в который можно установить навигатор. Здесь в заводских настройках, если хотите, можно эту тему поменять. Вот эту вот оболочку сейчас покажем, как это делается. Пароль 3368. И здесь нам нужно найти такую настройку, как вот лаунчер. Сейчас у нас стоит UI9, а мы можем поставить, допустим, UI29. И при переходе на главный стол у нас меняется интерфейс. У каждого интерфейса есть свои плюсы, свои минусы. Вот здесь, допустим, у этого интерфейса окошко под навигатор маленькое, но зато вот здесь вот мы можем заменить приложение на то, которое нам будет более интересным. Допустим, поставить сюда YouTube. И еще один из плюсов, это вот здесь вот отображаются последние запущенные приложения. В порядке очередности они уходят вниз. То есть последнее приложение, если здесь было открыто Chrome, он отображается сверху. Если мы сейчас откроем любое другое приложение, допустим, видео, на главной странице оно будет сверху, а следующее спускается вниз. Это удобно для тех, кто хочет переключаться между приложениями. Но речь сейчас не об этом. Еще есть один нюанс. Вот здесь вот у нас использована более-менее обновленная Алиса. Тут есть Яндекс.Музыка. Также тут можно залогиниться. Вот если нажмете на кнопку «Войти», вас перебросит на страницу авторизации. На сегодняшний день та версия Яндекс.Навигатора, которая есть в Play Market, это 16-я версия, с магнитолами Android не контачит. Мы предоставляем своим клиентам вот такую вот версию навигатора. И ей можно спокойно пользоваться, в ней и Алиса разговаривает, и залогиниться можно без проблем. Давайте пробежимся по приложениям, которые тут у нас есть. Первое приложение ассистент, это вот эта вот кнопка. Ее можно включить, можно выключить, то есть она нужна только для того, чтобы иметь быстрый доступ к меню. Следующее приложение это у нас видео, то есть если мы сюда зайдем, мы сможем посмотреть какой-нибудь наш ролик. Вот, допустим, у нас есть такой файл. Качество дисплея тут у нас QLED 1280 на 720. Смартфон, конечно, полностью передать картинку не может, но она очень яркая и красочная. Так, у видео есть функция делать вот так картинка в картинке. Как видим, если мы нажимаем сюда, у нас экран увеличивается. Если сделаем так, откроется на весь экран. Это позволяет нам передвигать видео и смотреть его в любом месте на экране, чтобы он нам, допустим, не мешал навигатору. Долго с ним задерживаться не будем. Дальше приложение галерея для просмотра файлов, картинок, голосовой поиск, калькулятор, Google карты, музыка, Яндекс.Навигатор, который мы тут уже установили. Это приложение навигация. Оно запускает настройку навигации, если она у вас еще не настроена, либо открывает текущее приложение навигации, которое стоит по умолчанию. Сейчас у нас по умолчанию стоит Яндекс.Навигатор, вот она его открыла. Дальше настройки, настройки руля, имеется в виду настройки кнопок руля. Обучение кнопок, сделали отдельное приложение. Радио приложение. И смотрите, тут есть два проводника, есть такие файлы и такие файлы. Если мы зайдем вот в эти файлы, здесь у нас похоже как на телефоне.
интерфейс как из телефона в системе Android. Если мы зайдем в эти файлы, то здесь классический вид, как мы привыкли видеть ранее в магнитолах. Эквалайзер. Эквалайзер, как мы видим, у нас также со звуковым полем, с объемным звуком. Здесь можно разделить все 4 канала и разделить их наперед и назад. Также есть звуковая фильтрация, то есть все, что нужно любителям автозвука. Эквалайзер у нас имеет как стандартные настройки, допустим, поп или рок. Также можно и менять его самому. Здесь у нас 32 канала. Так вот, и так как это у нас серия плюс, она у нас приравнена также к серии Topway. Здесь у нас стоит усилитель 7388 с возможностью усиления децибел, но мы к этому позже потом вернемся. Приложение для AUX, приложение Bluetooth, это CarLink 2.0 для связи телефона и магнитолы. Так, ну и что тут у нас еще есть? Приложение Google, а дальше Play Market, приложение GPS Test для теста спутников, два приложения TopPy сервис, TopPy Voice, программа Total Commander для работы с файлами, дальше VLC Player и YouTube. Как видим, количество приложений немножко изменилось в связи с тем, что как раз таки вмешались российские разработчики. Итак, давайте теперь заглянем в настройки, пробежимся по настройкам. Так, ну давайте начнем с самого верха. Значит, там, где написано настройки Wi-Fi, там у нас вся информация по сети, то есть как по Wi-Fi, так и по сим-карте. А вот на вкладке устройства уже у нас больше информации. Тут у нас настройки по дисплею, по звуку, геолокации и так далее. Дисплей мы особо затрагивать не будем, тут настроек практически нету. Вот у нас есть звук. Вот эту настройку мы посмотрим с вами. Значит, тут можно включить тонокомпенсацию, усилитель. Если вы включите усилитель, у вас будет усиливаться стандартный звук. И здесь можно выбрать, насколько он будет усиливаться, до 220. Если вы усилитель не включите, то у вас усиление звука работать не будет. Сначала включаем усилитель, а потом выстраиваем мощность, которую нам надо увеличить. Дальше настройки сабвуфера. То есть его можно включить, выключить. И также его громкость регулируется отдельно. Здесь мы перейдем в настройки эквалайзера, если сюда нажмем. И вот здесь адаптивный звук от скорости. Видите, вот нарисована педаль, и на нее как бы давит нога. В зависимости от скорости у вас будет регулироваться громкость звука. Ее можно выключить, как вот она сейчас выключена, и также сделать зависимость. Низкая зависимость, средняя, либо высокая зависимость. Общие. В общих настройках тут больше идет персонализация. Включение любой кнопкой, автозапуск навигации, часы в строке состояния, инверсия камеры заднего хода, глушение звука при заднем ходе. Если вы включите эту функцию, то когда вы будете включать задний ход, у вас будет звук приглушаться. Громкость при заднем ходе регулируется здесь. Подсветка при включении габаритов, либо по времени суток. Значит, подсветка, это у нас подсветка вот этих вот кнопок, она сейчас выключена. Для того, чтобы они заработали, нужно на вот этом вот проводе, который силовой кабель, найти такой провод, который называется IL, или вот как он здесь подписан, Illumi. То есть это он отвечает за иллюминацию, за подсветку кнопок. После того, как вы его подключите, можно будет регулировать цвет кнопок. Здесь они у нас разноцветные. Дальше громкость по умолчанию можно настроить. После того, как вы включите громкость по умолчанию, вот здесь можно выбрать уровень громкости, которая будет включаться. Смешивание звука навигации. Обязательно его ставьте. Если вы не поставите вот эту вот настройку смешивания звука навигации, то вы можете столкнуться с таким эффектом, что звук у вас будет плавать. Допустим, навигатор будет приглушать видео, или видео будет приглушать навигатор. И вот смешивание голоса всегда ставьте на максимальную, чтобы у вас прямо ни одно, ни другое приложение не мешало другому жить и работать. Вот это вот у нас настройка виджета главного экрана, то есть мы тут выбираем, какое приложение будет показываться в виджете главного стола. В данный момент у нас это навигатор. Здесь мы регулируем цвет подсветки после того, как подключим провод IL. Здесь у нас также есть настройка кнопок руля, приложение, в котором мы заходили, оно его дублирует, и приложение Navi. То есть тут мы выбираем то приложение, которое будет у нас использоваться для навигации. У нас тут уже выбран навигатор. Далее у нас по плану заводские настройки. Заводские настройки активируются через пароль 3368. Тут у нас в заводских настройках тоже очень много всяких различных настроек.
Всех мы их проходить не будем. Я скажу только основные, которые вам нужны. Установки протокола автомобиля — это вам нужна настройка, когда вы подключите CAN-BUS модуль. Модель авто — это то же самое. Переключение микрофона со встроенного, встроенный — это вот здесь вот в углу который, на выносной. То есть вы можете здесь выбирать, какой микрофон у вас будет активен. Питание усилителя антенны. Настройка очень нужная для тех, кто слушает радио. То есть включаете питание усилителя антенны, подключаете синий провод, на котором написана антенна. Если вы этого не сделаете, то радиосигнал может быть у вас слабый. Здесь у нас видеоформат задней камеры. Вы здесь будете переключать между HD и обычным TV-каналом. Обычный TV-канал обозначается как CVBS. Логотип марки автомобиля здесь вы можете выбрать. Ничего тут как бы сложного нету. Здесь мы можем выбрать логотип. Тут написано, что логотипы должны храниться в папке MyCar. Лучше это делать на флешке, когда флешка включена. Если вы не знаете, где взять логотипы для загрузки, то можете смотреть в нашем ролике, который так и называется «Красивые загрузочные логотипы». Так, дальше. После логотипа вам может понадобиться калибровка сенсора экрана. На случай, если у вас какие-то кнопки работают некорректно, нажимаете здесь, срабатывает здесь, заходите в калибровку экрана и калибруете по очереди, как вам показывает система. Обучение кнопок панели. Это обучение вот этих вот сенсорных кнопок. Для того, чтобы запустить калибровку, просто нажимаете на кнопку и выбираете, какая будет кнопка отвечать за какую функцию. После того, как все обучили, видим, тут прописались координаты этих кнопок и нажимаем кнопку сохранения. Удачи, учебы, путь документа. И теперь, как мы это все прописали, у нас кнопки будут работать так, как мы запрограммировали. Можно им присваивать любые другие функции. Значит, функция запрет видео в движении. Если вы ее активируете, то при попытке воспроизвести видео у вас будет выскакивать табличка, что во время движения видео смотреть запрещено. Функция вроде бы сделана для вашей безопасности, но лучше ее не использовать. Дальше. Функция передняя камера. Она нужна для тех, у кого есть передняя камера, либо камера обгона. Этот не относится к регистратору, который работает через USB. Переключение задней камеры на переднюю вам нужно в том случае, если у вас обе камеры работают, и чтобы автоматически после того, как вы задний ход выключили, у вас тут же начиналась работать передняя камера. Дальше, что вам еще может быть полезно? Вот настройка баланса громкости, тоже очень важная настройка. Здесь смотрите, чтобы у вас все каналы были активны. Если вы случайно какой-то из каналов понизите или повысите, то будете потом удивлены, что у вас какое-то приложение работает громче, какое-то тише. Такое тоже у нас бывает. Кто-то зашел сюда, случайно тыкнул, что Bluetooth музыка ниже, а потом говорит, что у него звук пропал на магнитоле. И, как правило, вот такие вот ошибки как раз таки лечатся сбросом настроек. Если у вас что-то стало работать не так, как раньше, вы не помните, что вы делали, делайте сброс настроек, настройки возвращаются по умолчанию. Дальше, что вам может быть нужно? Вот обновление МЦУ. Оно нужно для тех, у кого что-то не работает, допустим, с CAN-BUS модулем, и нужно обновить МЦУ. Высылается файл и обновляете через эту функцию. Дальше. Настройку лаунчера мы уже с вами проходили. Обнаружение ошибок USB пусть будет включено. Версия USB протокола не меняйте, пусть стоит 2.0. Кто знает, зачем эта функция, он сам догадается, как ее поменять. Экспорт конфигурации он вам тоже не нужен, это больше для разработчиков. Настройка 360 и также вот здесь вот система 360. Они нужны тогда, когда у вас в магнитоле установлена эта функция на 360. По умолчанию в Россию ее везут без этой функции, но можно попросить, чтобы ее доустановили, допустим, в Китае, и отправят ее вам из Китая. Функция эта стоит примерно около $20 дополнительно, и поэтому, чтобы лишний раз цену не накручивать, так как этой функцией пользуются очень мало, те магнитолы, которые на складе в России есть, они в основном без этой функции 360. Ну и дальше вот эти вот функции: бэкап камера, активация, обновление DVD, тип ТВ-тюнера. Они вам не нужны. Вот настройка видеовыхода, если у вас подключен монитор, здесь вот можете в этой настройке его отрегулировать, какое у вас будет разрешение, смещение изображения и так далее. Настройка спящего режима, режим сна. Если вы его выключите, то соответственно у вас каждый поворот ключа будет магнитола загружаться заново. Если вы включите режим сна, то соответственно магнитола после поворота ключа будет не выключаться полностью,
а уходить в сон. Ну и в принципе все вот из тех настроек, которые вам нужны, я все нужные показал. Дальше настройки аккаунта. Настройки аккаунта, как видим, тут то, что относится лично к вам, к пользователю, местоположение, безопасность, язык и метод ввода, настройки аккаунта Google. Здесь же можно сделать резервирование и сброс. Доступ к этим настройкам также делается через пароль 3368. Здесь у нас точно так же данные об аккаунтах. Ну и вот здесь вот эта функция работа при отключении АЦЦ 10 секунд. Это на тот случай, если вы ненадолго выключаете автомобиль, либо запускаете его, чтобы магнитола не загружалась заново. То есть можете здесь выставить вот такую функцию, чтобы она вас ждала какое-то время и потом уже начинала отключаться. И вот это последняя настройка автостарт приложений. Здесь вы можете выбрать, какое у вас приложение будет запускаться при запуске. То есть напротив какого поставите флажок, то и будет запускаться. Это может быть навигатор или вообще любое приложение, которое вы захотите. На вкладке «Система» тут у нас настройки даты времени. Вот этот написано «Доступ», это у нас спецвозможности. Настройки разработчика, точно так же входите через пароль и получаете доступ к настройкам разработчика. Сведения об устройстве. Здесь мы можем посмотреть, какая текущая прошивка установлена. То, что тут версия Android, не смотрите, она у нас тут стоит 10. Здесь также может быть информация об обновлении системы, информация о процессоре, версия микроконтроллера. Для того, если вдруг у вас что-то не работает, вы высылаете эти данные, и под эти данные вам высылают прошивку. Так, ну что ж, как поменять интерфейс я показал, настройку навигатора показал. Алиса тут у нас работает, можем даже ее сейчас позвать. Алиса. Я здесь. Слушаю вас. То есть запускается она нормально, никаких тут глюков нет, но это опять же работает именно та версия, которую мы даем своим клиентам. По эквалайзеру мы поговорили. Работу видео мы показали. Давайте еще немножечко расскажу про вот эти вот приложения, которые называются TopPy. TopPy это голосовой помощник. Активация голосового помощника идет платная. Различные производители магнитол меняют значок у этого приложения, меняют название, но суть в том, что любое из этих приложений обращается за активацией к сервису именно TopPy. Неважно, в TIS это голосовой ввод, либо еще в каких-то магнитолах, все голосовые команды работают через сервис TopPy Voice. То есть тут вот это приложение есть, если вы захотите, вы можете его активировать, купить подписку, и тогда можно будет активировать голосовые команды. На магнитолах TIS это приложение точно так же идет платное, просто на некоторых премиальных магнитолах оно уже включено в стоимость. Активация этого приложения стоит в среднем 3000 рублей. То есть на платформе Fit вот эти вот два приложения предустановлены, и если вы захотите, вы их можете активировать. У вас появится здесь вот такой вот робот, и можно запускать любые функции через управление голосом. TIS, по-моему, переделали этого помощника, и там сейчас сделано что-то типа ассистента Маши. По-моему, Маша его зовут, да. Но по сути это тот же самый сервис TopPy Voice. Так, ну и что еще важно потребителю? То есть цена на эти магнитолы у нас сейчас уже будет снижена. И очень важно, конечно, для людей не потерять в качестве. Сейчас мы проведем тест Geekbench на этой магнитоле и убедимся в том, что показатели этой магнитолы ничуть не хуже, чем у предыдущей платформы Fit. Установим приложение Geekbench 5. Для тех, кто смотрит в первый раз, сейчас покажем, что это за приложение. Условия. Значит, смотрите, приложение Geekbench это одно из тех приложений, которым я доверяю, когда хочу проверить оперативную память. То есть тут вот у нас память 464, и мы смотрим, что действительно тут памяти 369 гигабайта оперативной. То есть память реальная, это очень важно. Потому что сейчас наводнили рынок вот эти вот пионеры, которые продают там от 9 до 14 тысяч рублей. Там памяти указывают, что 3.32, 4.64. Но на самом деле там памяти 2.32. И вы можете это проверить с помощью вот приложения Geekbench 5. Заходите на вкладку Device, и тут можно посмотреть данные по процессору и данные по оперативной памяти. Дальше мы переходим на вкладку Benchmark и запускаем вот этот вот тест. Тест будет длиться примерно минут 15-20. Во время этого теста программа Geekbench заставляет магнитолу работать, ставит перед ней определенные задачи, и в зависимости от того, с какой скоростью магнитола эти задачи решит, ей выставляются баллы. В конце эти баллы суммируются и выдается результат. Результат для работы одного ядра столько-то баллов, и результат для работы всех ядер столько-то баллов.
Если мы смотрели прошлые платформы серии Plus, это Topway и Fit, у них в среднем результат вот на таком процессоре 9863 был от 750 там, до 880 баллов. И в среднем мы рассчитываем получить результат там 800, 820, 850 на этой магнитоле. И это будет подтверждать, что она по производительности точно такая же. Сейчас мы дождемся результатов теста и продолжим снимать видео. Так, ну вот готовы у нас наши результаты. Значит, для работы одного ядра от Simple Core 158 баллов, для работы всех ядер 805 баллов. То есть производительность осталась точно такая же, как была. Поменяли чуть-чуть корпус, упростили комплектацию, убрали немножко лишнего и снизили значительно цену. Теперь она стала такая же доступная, как Topway. Раньше у нас магнитолы Fit были на небольшой такой порядок подороже. Теперь они имеют конкурентную цену, и при этом по качеству они намного лучше, чем Mikeda, которые люди любят сравнивать с FOPDA. Интерфейс поинтересней. Скоро также выпустим видео про процессор 7862, но я уверен, что он точно так же будет хорошо работать. Можете уже заходить к нам на сайт и оформлять заказы на такие вот магнитолы, к которым приложили руку российские разработчики. На этом, в принципе, у меня все. Все, что хотел показать, показал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будут еще новые обзоры. Всем до встречи, пока.